Всем привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Слышал много рекомендаций, доверился им, прочитал и убедился в их справедливости. Этот обзор посвящен книге Билла Бонстеттера и Джуди Сьютер «Универсальный язык диск». Диск– это универсальный язык, описывающий, как вы делаете то, что делаете. Все, что изучается с помощью языка диск, поддается наблюдению. Авторы утверждают, что людям обычно симпатичны стили поведения, сходные с их собственным. Рыбак рыбака видит издалека. Например, руководители некоторых компаний берут на работу людей, руководствуясь лишь манерой их общения. Это называется поведенческой слепотой. Она провоцируется отсутствием широты восприятия, однако может быть скорректирована с помощью языка диск. Зачем же его изучать? Авторы отвечают на этот вопрос так. Самый эффективный способ добиться от окружающих заинтересованности и сотрудничества – это проникнуть в их мир и слиться с их собственным стилем. Хотите изменить окружающих, сначала измените себя. Как? Давайте сначала разберемся в характеристиках стилей и уже тогда вернемся к вопросу «как?». Важно отметить, что в книге подробно описывается история возникновения теории диск. В обзоре лишь упомяну, что теория диск использует систему координат, предложенную доктором Марстоном, еще в первой половине 20 века создавшим полиграф. 4 квадранта, каждый из которых соответствует особой модели поведения человека. Доминирование, D, dominance. Закрепим этот стиль образом боксера Майка Тайсона. Влияние, I, influence. Этот стиль закрепим образом российского актера Виктора Сухорукова. Постоянство, S, steadiness. Этот стиль сопоставим с образом Ганди. Соответствие, compliance, C. Этот стиль ярко воплощен в образе педантичной Моники из сериала «Друзья». Чистый стиль D свойственен приблизительно 2% населения. Чистый стиль I – менее 1% населения. Чистый стиль S – менее 1% населения. Чистый стиль C – около 1% населения. Поведение человека является результатом комбинации всех 4 типов поведения – D, I, S и C. И на человека нельзя навешивать ярлык только одного из них. В обзоре рассмотрим представителей именно чистых стилей. Начнем со стиля D. Эмоция стиля D – гнев. Каждый из 4 стилей связан с какой-то основной эмоцией. Эмоция стиля D – это гнев. Человеку с высоким уровнем D свойственна мгновенная вспыльчивость. Человек с низким уровнем D злится реже, и рассердить его трудно. Чем выше уровень D, тем легче разозлить человека. Наблюдая за кем-то и замечая интенсивность проявления гнева, вы легко можете идентифицировать фактор D, как высокий или низкий. Основные характеристики людей красного типа D. Необходимость управлять, любовь к вызовам, желание побеждать, победа – это не главное, это единственное, прямота в общении и тяга к риску. Наблюдаемые признаки красного типа D – это экстраверты. Они ориентированы на задачу. Эти люди прямолинейны. Они чрезмерно проявляют нетерпеливость. Люди типа D стремятся к результату, к эффективности. Как ведут себя люди красного типа D? Покупки. Они быстро принимают решения, выбирают новые и необычные товары. Обстановка в офисе. Они подчеркивают свой статус, большой письменный стол, награды. Жестикуляция. Много движений руками во время речи, широкие жесты. Разговор по телефону. Мало пустых разговоров. Все по делу. Ориентированы на результат. Личная беседа. Когда разговаривают другие, могут перебивать или резко переходить к следующему ответу. Быть заняты своими делами. Чем люди красного типа D полезны команде? Они обладают организаторскими способностями, они ценят время, они любят сложные задачи, они инициативны и они упорны. Идеальная обстановка для красного типа D – это свобода от контроля, надзора и деталей. Оценка результата, а не способа и метода его достижения. Свобода выражать свои идеи и точки зрения. Как общаться с людьми красного типа D? Говорите по делу. Представляйте факты логично. Предоставляйте им возможность выбора. Мотивируйте, опираясь на результат. Поддерживайте и помогайте. Что может замотивировать людей красного типа D? Престиж, должность, звание, возможность быстрых достижений. Сложные и интересные задачи в каждом задании. Возможные слабые стороны людей красного типа D. Они могут быть чересчур прямолинейными, быть нетерпеливыми по отношению к другим и могут подталкивать людей, а не вести их за собой.
Чтобы начать эффективно общаться с людьми, описанными в этой части обзора, делайте следующее. Запомните основные характеристики высокого уровня D. Второе. Напишите список тех, кто, как вы считаете, относится к типу поведения высокого уровня D. Адаптируйте свой стиль общения, чтобы эффективнее общаться и лучше понимать людей с высоким уровнем D. Четвертое. Знакомясь с новыми людьми, используйте приведенные выше определения и выделяйте тех, кто может принадлежать к типу с высоким уровнем D. Еще больше рекомендаций, примеров, подробностей можно найти в самой книге. Прочитайте ее целиком. Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте лайк, ставьте колокольчик. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!